Всем привет, ребятки! Вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина Пашинская, и я живу в Канаде уже 3-й год, а в Польше жила 6 лет до этого. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, что у меня есть дикая тоска по Польше, и я почему-то не могу от нее избавиться. Потому что Польша для меня считается такой родной страной, которую я очень люблю и очень по ней скучаю. У нас начинается дождь. От дождя я спастись не успела. Как видите, я села в машину, чтобы с вами поболтать. Сегодня хотела бы обсудить вам тему того, что Польша меня не отпускает. Я почему-то очень скучаю по Польше. У меня есть такое ощущение, что в какой-то момент мы туда вернемся. Но я все время анализирую, почему. Да, в Канаде очень холодно. Мне это не импонирует. Я не люблю холода. На самом деле, вообще эти 7 месяцев холода в Канаде для меня являются мега стрессовыми. Такими, что я очень сложно справляюсь. Меня очень сильно толстею. А толстею я из-за расстройства пищевого поведения, которое было у меня создано в детстве. Вот, и если у меня есть стресс, то я ем. И желательно таким людям, как я, не находиться в таких местах холодных, очень-очень холодных, да, и которые вызывают депрессию. Вот, поэтому меня это очень смущает, это влияет и на мое здоровье, и на мой вес, и на все остальное, что вокруг меня окружает, потому что, как вы знаете, эмоциональное состояние очень-очень-очень-очень связано с физиологическим и просто всем остальным состоянием когнитивным и любые другие операции нашего мозга. Все это очень взаимосвязано. Поэтому у меня есть большие сомнения, но есть также огромный страх, потому что я не понимаю вообще, что происходит в мире. Я думаю, я такая не одна, нас таких много, и мы вечно думаем, куда деваться, что нам делать. Куда собираться, куда ехать. Это война, войны повсюду. В общем, ты сидишь в вечном непонимании, как, что и что тебе делать. Плюс это ответственность, у тебя ребенок, он в Канаде. Вырастет, и такой: мама, какого хрена ты уехала из Канады? Мы могли бы там жить очень круто, я бы выучила английский идеально. Я просто сижу со слезами со своими, смотрю на это, думаю, блин, как жаль, что я не сделала все, что было возможно, когда это было возможно. Не знаю, прям аж очень эмоционально мне это дается. Так, не плакать. Не хочется сделать каких-либо ошибок, хотя они и так будут, потому что это жизнь, мы не можем исключить себя от ошибок. Мы вечно находимся в борьбе за то, чтобы сделать что-то правильно, но часто оказываемся там, где мы ошибаемся. На этих ошибках мы, конечно, учимся, это огромный плюс, но просто этот вечный страх, что ты сделаешь что-то не так, делаешь неправильный выбор, я думаю, он присутствует у каждого из нас, и бороться с ним на самом деле очень сложно. Это то, что я прохожу постоянно, то, что я пытаюсь принять, с чем я пытаюсь работать. В общем, вот такая вот ситуация, это взаимосвязано с тем, что я хочу вернуться в Польшу, остаюсь в Канаде и не понимаю, как будет дальше, потому что здесь, например, вот как и у многих людей, уже есть какая-то база. Все-таки 3 года жизни в стране, это вам не просто, знаете, на недельку приехать. Ты уже что-то знаешь, ты уже более-менее понимаешь английский, можешь разговаривать. Ты уже имеешь какой-то старт, может, какой-то бизнес или, возможно, опыт работы на какой-то фирме, да. И вот это вот все падает на тебя, и ты в какой-то момент просыпаешься и думаешь, блин, а вот бы вернуться в Польшу там или в какую-то другую страну. Вроде бы логично, многие мне пишут комментарии, да, куда возвращаться в Польшу? Даже сами поляки мне пишут, куда с Канады возвращаться в Польшу? Но есть что-то такое, что меня не отпускает. Как будто, вот знаете, я не люблю слово «судьба», потому что мне попалась очень хорошая фраза много лет назад относительно того, что пока вы не сделаете бессознательное сознательным, она будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. Вот эта фраза мне попалась, и одна из похожих, и она меня очень прям так сильно вдохновила, и я поняла, что да, ну, типа, я не буду скидывать на судьбу, вот сейчас вот соберу все вещи, уеду в Польшу и скажу, да, это судьба такая, потому что я не смогла здесь прижиться. Я могу здесь приживаться, но такое ощущение, что это дается мне в 300 раз сложнее, чем если бы я жила в Польше. То есть я не понимаю, куда мне деваться. Я думаю, многих людей таких много. Слава богу, я ни на что не жалуюсь, у нас все хорошо, у нас все есть, как бы нет войны, безопасность — это самое главное. Но есть какие-то психологические аспекты, которые переживаются очень сложно. Я с вами обычно ими здесь как раз и делюсь, потому что мы с вами такая вот небольшая YouTube-семья, да, и мне очень приятно, что мы можем обсудить какие-то с вами вещи в комментариях, так что спасибо вам большое, что вы меня смотрите, что ставите ваши лайки. Мне это очень приятно, и я знаю, что с вами всегда могу поделиться таким самым сокровенным.
Плюс к этому же прибавляются финансовые аспекты. Ты думаешь, вот сейчас остаемся здесь, начнем брать квартиру в кредит, 600 тысяч долларов за какой-то там таунхаус, да, типа как домик небольшой с соседями справа-слева. Вот. И потом смотришь на цены. В Польше они сейчас тоже не идеальные, но спокойно можно взять за 200 тысяч, 250 тысяч долларов трехкомнатную квартиру. Ну, то есть, или там какой-то тоже таунхаус небольшой или большой достаточно за городом. Хотя ты уже понимаешь, что раньше для тебя, когда ты жил в Варшаве за городом, это было далеко, а сейчас, когда ты на одну фотосессию едешь 30 километров туда и 30 обратно, ты уже такой думаешь, да какого хрена, мне посрать. Ну, типа, я могу жить и в селе где-то в каком-то задупье по-польски будет сказано. Вот, поэтому вечные мысли об этом финансово, понимаешь, что ты уже чего-то, например, тоже в Польше добился, у меня есть уже определенная аудитория, вот, моего мужа тоже есть определенные знакомые, и была очень хорошая работа на фирме, и остались знакомые там, то есть, ну, постоянно анализ этого, анализ тревожный, потому что ты не понимаешь, куда тебе деваться, что тебе делать, и какой сделать выбрать, и какой выбор сделать лучше, и плюс к этому ко всему твой ребенок, который кажется, что ты думаешь, что ему лучше будет здесь, а с другой стороны ему будет лучше там, и с третьей стороны ты не понимаешь, где вообще бывает лучше, и все это так вечно на тебя давит, что в какой-то момент ты просто сходишь с ума и думаешь, господи, как это, когда это уже наконец-то все решится, и все это закончится. Не знаю, если у вас такое есть, напишите, пожалуйста, комментарий. Мне кажется, я такая одна. У меня такое ощущение, что люди все уже все порешали, получили все документы. Вчера я встретилась с девушкой с Ирана, она профессор, очень интересно. Она здесь уже начинает преподавать в Калгари. И она приехала с Ирана 4 года назад и за год получила PR, а потом получила гражданство. То есть она говорит, вообще никаких проблем не было. А вы уже типа получили гражданство? Такая, какое гражданство? Вы что, нам даже нет возможности податься на permanent resident. Она говорит, что? Да ну, нам было очень просто, мы получили вообще типа без проблем. Я такая думаю, так, окей, понятно, значит, в Украине у нас идет война. Я боюсь возвращаться в даже ближайшие места, связанные с Украиной, потому что это война, блин. А в Ираке тоже идет война, и у них вот такие условия, а у нас такие, я не понимаю, почему. Во-первых, это несправедливо, это очень неприятно, это дарит только чувство какой-то отторженности, непринятия, то есть, что твои проблемы не важны, и то, что твои проблемы не важны, и это очень обидно на самом деле. То есть не то, чтобы я прям, знаете, хотела и мечтаю, и требую от кого-то что-то, каких-то документов нет. Но просто есть определенные обстоятельства, которые очень похожи, но в других обстоятельствах ты оказываешься как бы не удел, да. И с одной стороны, я это говорю не для того, чтобы получить там еще одного гражданства и вот ходить такая крутая. Если бы у нас уже были какие-то основательные документы, мы бы и на жизнь, наверное, смотрели по-другому. Типа, ну, обдумывали уже покупку чего-то, да, и по-другому бы все планировали. Но, с другой стороны, я понимаю тоже, что есть аспект того вот непонятного чего-то, который нас где-то ведет. Это не может быть не судьба, может быть что-то наше внутреннее, когда происходит или не происходят какие-то события, только потому что так надо. Поэтому я все время в анализе, ребятки. Я просто сижу под дождем, у меня огромное количество работы, я все это должна как-то вывозить. Я записываю это видео, чтобы с вами поделиться, потому что сегодня я проснулась, и настроение было ужасающим. Может, это связано как-то с погодой. Не знаю, смогла бы ли я жить в Ванкувере. Маловероятно. Мне все говорят, типа, вот, езжайте в Ванкувер там, или в Бритиш-Колумбию, там круче. Я думаю, окей, да, я поеду в Бритиш-Колумбию, там будут дожди. Это как раз с моей податливостью на депрессии, это как раз идеальное место. Да, отлично. Да. Спасибо, ребятки, вам большое, что посмотрели это видео. Я была рада с вами поделиться маленькими моментами из моей жизни, моими мыслями, потому что сложно справляться самим. Вы знаете, у нас тут никого нет, мы тут сами и тянем все сами, и часто ты просто чувствуешь себя очень одиноким, непонятым, потому что, ну, другим людям наши проблемы не нужны, да и мало кто вообще поймет, о чем ты говоришь. Это большая редкость, когда ты общаешься с человеком, а он не смотрит на тебя как осел, а действительно глубоко проживает, и ты также проживаешь его эмоции. Собственно говоря, это причина, почему я так мало общаюсь с людьми, потому что слишком сложно выйти на какой-то уровень близости, а люди чаще всего закрыты в своих проблемах, и это очень-очень-очень нелегко. То есть это время, это занимает огромное количество времени, но это практически никому в нашем мире не нужно, к сожалению. Вот так, ребятки, поэтому я общаюсь с вами.
Вы меня всегда поддержите, послушаете, а моя камера смотрит на меня как большой душевный глаз прямо в сердце. Спасибо, хорошего всем дня. Пока.